Всем привет! В прошлом выпуске мы показали кухню Монголии. В этом выпуске мы познакомим вас с богатой кухней Таджикистана. Таджикская кухня является одной из древнейших кухонь мира. По технологии, ассортименту продуктов и видов блюд ей близки прежде всего в основном узбекская и персидская кухни. Кулинарное искусство таджиков формировалось в течение тысячелетий под влиянием богатой истории этого народа. Таджикская национальная кухня отличается большим разнообразием, насчитывая десятки видов различных блюд – мясных, молочных, мучных, овощных и прочих. Сами способы приготовления и потребления пищи различны и многообразны и варьируются от региона к региону. Мясо – основной продукт на таджикском столе. Популярностью пользуются баранина, козлятина, конина, особенно популярны из нее колбасы-казы. Гораздо реже на столе появляются говядина и птица. В основном курица, реже куропатки и перепела. Мясные супы обычно очень густые, жирные и наваристые. Ингредиенты для них – мясо, овощи, рис. Как правило, заранее обжаривают в большом количестве жира. Готовятся супы в основном на мясном или костном бульоне, реже на кислом молоке или отваре овощей. Также сюда добавляется множество специй. Очень любимые таджиками мучные изделия, причем как из дрожжевого, так и из пресного теста. Традиционный хлеб, тонкие лепешки, готовятся в круглых дровяных печах-тандырах. Большой популярностью пользуются изделия из теста с мясом. Другие изделия из теста с различными специями и начинками или без них отваривают в кипящей подсоленой воде, готовят на пару либо жарят в кипящем масле. У таджиков весьма популярны блюда из зерна и различных бобовых культур – риса, нута, пшеницы, чечевицы, фасоли, джугары и маша. Очень распространены пловы и просто крупяные каши в качестве гарниров. Пловы готовят различными способами в чугунных котлах-казанах, предварительно обжаривая в раскаленном жире в них мясо и овощи, лук, морковь, а затем добавляя крупу или даже рубленую домашнюю лапшу. Отдельные виды плова готовят с добавлением нута, айвы, сухофруктов, головок чеснока, виноградных листьев, зерен граната. Отдельно подают различные салаты из свежих овощей и зелени. Овощные культуры в Таджикистане представлены помидорами, огурцами, морковью, картофелем, репой, тыквой, редькой, кабачками, баклажанами, редисом. В Таджикистане растут такие фрукты, как черешня, виноград, абрикосы, груши, яблоки, инжир, хурма, арбузы, дыни и гранат. Также произрастает более 78 тысяч гектаров фисташковых лесов, 8 тысяч гектаров орешников, где произрастает грецкий орех. Большая часть находится в южной части Таджикистана. Там же встречается миндаль и барбарис. Таджики не жалеют приправ и специй. Широко используются здесь перец, барбарис, анис, шафран, зира, чеснок. Очень популярна рубленная пряная зелень. Петрушка, кинза, укроп, мята, зеленый лук, щавель, базилик. Свежие помидоры в качестве заправки, а также кисломолочные продукты, которые добавляют в супы и во вторые блюда. Самым популярным напитком является чай. Из видов чая наиболее распространенным и популярным является зеленый чай, который употребляется не только в горячем виде, но и в холодном. В основном чай пьется без добавления сахара, но с восточными сладостями типа кандалот и других. Чай подается в чайнике, который при гостях наливают в пиалы. Именно чаем начинается и заканчивается любая трапеза таджиков.
Черный чай проник в таджикскую кухню только в конце 19 века. Кроме обычного использования черного чая, с черным чаем смешивают и заваривают коровье или козье молоко со сливочным маслом, которое называется ширчой. Вино также присутствует среди напитков таджикской кухни и называется, исходя от региона, шароб или май. Теперь перейдем к самим блюдам. И первое, конечно же, плов. Таджикский плов насчитывает массу региональных вариаций, но принципиально блюдо не отличается. Наиболее известные и популярные виды таджикского плова: долинный, худжанский или сагдийский, а также душанбинский и памирский. Классический рецепт выглядит примерно так. В казан с раскаленным жиром высыпают лук и морковь. Затем закладывается мясо, обычно баранин. Далее жарится некоторое время, и в казан заливается вода. Некоторое время мясо варится, и вскоре засыпается большое количество моркови. Именно большим количеством этого корнеплода славится таджикский плов. Следом засыпается нут, изюм, барбарис, зира и молотый перец, а также соль. Затем все это тушится некоторое время и добавляется тщательно промытый рис. Причем рис не перемешивается, а распределяется равномерно на поверхности и накрывается сверху. В процессе готовки рис время от времени помешивается. Когда готов плов, он выкладывается на тарелку таким образом, чтобы рис находился снизу, а сверху лежат овощи с мясом и приправой. Традиционно таджикский плов подают горячим, на общем большом блюде. Запивают в основном зеленым чаем, закусывают лепешками и традиционным таджикским салатом шакароб, состоящим из помидоров, огурцов и лука, приправленный солью. Следующее блюдо – куруто-оп. Оно является одним из самых известных и древнейших блюд таджикской кухни. Традиционная технология приготовления такова: добавляют в теплую воду творог или курт и смешивают, добавляя немного соли. В эту жидкую творожную массу добавляют куски фатира, это такая лепешка. Далее обжаренный на масле лук кладут сверху вместе с маслом на тарелку с творожной массой и кусками фатира. Потом сверху выкладывают свежий измельченный репчатый лук, а поверх него по очереди помидоры, огурцы и посыпают свежей зеленью. Сиолав – весенний таджикский суп. В кипящую воду закладывают рис и много горной травы сиоалав. Из-за большого содержания в траве йода суп получается фиолетового цвета. В супе сиолав много витаминов и полезных веществ. Этот суп готовят весной в каждой семье. Он помогает организму восстановить силы и насытиться витаминами после холодной зимы. Кабабы – специфическое таджикское блюдо. Готовится из молотого мяса баранины. Нежную баранину перемалывают вместе с луком, добавляют специи, соль, перец. Из полученной массы формируют колбаски. Их обваливают в муке и обжаривают до корочки. При подаче посыпают зеленью и чесноком. Казон-кабоб – мясо с картошкой. Нежная баранина маринуется 2 часа. Мясо крупными кусками перемешивается с приправами и луком. В казан с раскаленным жиром кладется крупный картофель и находится там до готовности. Затем картофель вынимается и в казан закладывают маринованное мясо. После обжарки мяса жир вычерпывается и к мясу ложится готовая картошка и лук. Затем блюдо накрывается крышкой и стоит до готовности некоторое время на маленьком огне. По готовности выкладывается в тарелку. Суп гандумоп варят из бараньих или говяжьих внутренностей и заправляют измельченными крупами и бобовыми, пшеницей, горохом, красной фасолью. Такой суп у таджиков считается деликатесом и готовится для особых случаев. Калапача – традиционный таджикский суп, схожий с армянским хашем. Готовится из внутренностей, имеет также название рожки до ножки. Манты готовятся на пару, в мантуварке мантупазак.
Чаще всего фарш миксуют из баранины или говядины, курдючного сала и тыквы. Тесто для манты раскатывают, пока оно не станет очень тонким и упругим. Форма для основы может быть круглой, треугольной и квадратной. Популярные приправы к мантам: зира, черный и красный перец, еще добавляют мяту, базилик и другие приправы. Едят их с кислым молоком, каймаком, чака и сметаной. Смазывают их сливочным маслом и посыпают свежей зеленью. Это блюдо принято есть руками, пока манты горячие. Мастоба – густой и наваристый рисовый суп. Баранину обжаривают с луком и морковью на растительном масле. Добавляют измельченные томаты, картофель, специи, лавровый лист. Все это медленно томится, а в самом конце добавляется рис. Самбуса или самса – это одно из самых популярных блюд таджикской национальной кухни. Самбусу готовят из тонко раскатанного теста и предварительно обжаренного фарша. Для фарша обычно используют баранину. Мясо мелко рубят или пропускают через мясорубку вместе с луком. Затем фарш обжаривают на растительном или животном жире. Укладывают на раскатанные куски теста и заворачивают пирожки, придавая им различную форму, которые обжаривают в большом количестве жира или выпекают на тандыре или же в духовке. Фарш может быть комбинированным: мясо с горохом, мясо с зеленью или из одного гороха и так далее. Барги-ток – голубцы. Бараний фарш со специями заворачивают в молодые листья винограда и тушат до готовности. Следующее блюдо – лагман. Из муки, воды и соли готовится тесто. Раскатывается и режется на тонкие длинные полоски. Затем варится до готовности. Далее готовится соус кайлы. Нарезается кубиками мясо, картофель, морковь, болгарский перец, свежая капуста, репчатый лук, свежие помидоры. Добавляется рубленый чеснок, зелень и обжаривается. Затем заливается небольшим количеством воды, заправляется специями и тушится на медленном огне 30-40 минут. Отварную лапшу заливают соусом и добавляют кислое молоко. Следующее блюдо – шурпа или шурбо. В казан закладывается мясо, часть моркови и лука целиком и варится около 2 часов. После нарезается картофель, оставшаяся морковь, лук и болгарский перец. Далее закладывается картофель и высыпаются специи. Рецептур шурбо очень много. Мы описали лишь один из них. Например, есть блюдо хом шурбо. Отличается оно от шурбо лишь тем, что мясо кладется одним большим куском. Далее стоит упомянуть хлебобулочные изделия. Итак, расскажем вкратце. Нон – классическая лепешка. Калама – лепешки из слоеного теста. Гердача – готовят только в тандырах. Это самый большой вид лепешки. Абинон – лепешки на воде. Фатир – лепешки на масле или жире. Чапати – таджикский лаваш. Кулча – самый маленький вид лепешки. Нони-кок – сухая лепешка. Молочные продукты играют значимую роль в таджикской кухне. Дуг – кисло-молочный напиток из кипяченого молока. Чака – кислая творожная масса после сцеживания катыка. Курут – высушенные шарики из сузьмы с добавлением соли и перца. Чулоб – разведенный в кипяченой холодной воде катык с добавлением кубиков льда и яблок. Чургот – кисломолочный продукт, приготовленный путем заквашивания. Как и в любой восточной стране, здесь уважают сладости и едят их несколько раз за трапезу. В первую очередь это бахчевые культуры и фрукты в свежем и сушеном виде, а также свежие и жареные орехи. Также здесь много сладких мучных изделий. Хворост, слоеные пирожки. Конечно, есть здесь национальные сладости. Разнообразная мучная халва, традиционные конфеты пичак,
виноградный сахар набат с пряностями, белковый крем нишалоу. Нишалоу – кремообразная масса из сахара, сбитых яичных белков и мыльного корня. Набот – сахаристая сладость леденцового образца. О ней мы говорили в прошлых выпусках неоднократно. Суманак – это сладкая питательная сметанообразная масса коричневого цвета. Он полезен для здоровья, поскольку полон витаминов и аминокислот. Готовится в основном в праздник Навруз. Парварда – леденцовая карамель, имеет форму подушечки, обсыпана мукой. Видов халвы тоже много. Кунжутную халву мягкой консистенции изготавливают из сахарного сиропа, взбитых яичных белков и кунжутных семян. Кунжутная халва твердой консистенции изготавливается из карамельной массы, многократно вытянутой до образования белого цвета. В состав халвы сабуни входит сахар, внутреннее баранье сало, пшеничная мука и ароматизирующие вещества. Халва сабуни является разновидностью мягкой халвы. Также присутствуют некоторые другие разновидности халвы. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.